У Хуэйхао в Духовном море живет таинственная личность, серый старик с необыкновенно огромной силой. Зовется он Некромантом, а также Илай Кэси или Электролюкс. Кем он является на самом деле и как появился внутри Хуэйхао, все это мы разберем. Интересно, что этот старик также связан с другим произведением, а именно троном, отмеченным Богом. Он там также появляется. Итак, Илай Кэси, также известный как Некромант в другом мире, внезапно вошел в Духовное море Хуэйхао в форме фрагмента души, когда тот поглощал свое первое кольцо духа, ледяного шелкопряда. Хотя Некромант обладает огромной духовной силой, у него нет никаких воспоминаний, кроме воспоминаний о своей смерти. Некромант может взять под свой контроль тело Хуэйхао, которое излучает ауру смерти, и может создать серо-золотое кольцо души, содержащее способности Некроманта. Электролюкс – персонаж романов «Трон, отмеченный Богом» и «Боевой континент 2», но первоначально он был во вселенной Трона Печати. По прозвищу Некромант, бог священного закона, нежить бедствия, он изначально был сыном света в славную эпоху священного континента. В своем предыдущем мире, то есть мире Лунха-Ченя, он когда-то был сыном света, человеком, обладающим элементом абсолютного света. Но поскольку его возлюбленная Фуло предала его, он берет на себя обязательство узнать больше о некромантии и уничтожить человеческий мир. Он достиг самого высокого ранга в своем мире. У него есть божественное сознание, но его сила не божественного ранга. Он стал квази-богом. На планете, на которой он жил, не было настоящего бога. Он подтвердил это Хуэйхао. Некромант обладал способностью произносить заклинания, призывать существа нежитей, а также управлять башней, которая классифицируется как божественный артефакт. Очень интересно, как переплетаются между собой два крутых произведения – «Боевой континент 2» и «Трон, отмеченный Богом». Некромант Электролюкс является героем обоих аниме. Да, это именно он появился, когда Лунха-Чень проходил обряд священного пробуждения скрытой маны. Хотя здесь не сильно понятно, что это некромант. Давайте рассмотрим его историю подробнее. В раннем возрасте он, как сын света, оказался даже более исключительным, чем Лунха-Чень, но по воле судьбы его жизнь изменилась, когда его возлюбленная Фуло и предательство всего мира превратили его свет в тьму. Он искал силы, чтобы отомстить и уничтожить человеческий род. Он был сыном лорда города Сиди в империи Пангбо, светлым магом, чемпионом битвы гениев. По замыслу империи Святого Престола, ему было предъявлено обвинение в государственной измене, а после того, как его родственники были убиты, он получил силу древнего некроманта, от сына света до бога мертвых и нежити бедствия. Когда его семью убивали, он увидел, как их призраки дали ему знания о некромантии. Он испытывал только бесконечную ненависть к людям в своем мире. Только после того, как любовь Цаер и Лунха-Ченя друг к другу тронула его, он наконец просыпается от злобы и осознает свои проступки. В Боевом континенте 2 Снежная Императрица признала его силу. Но он просто ответил: «Я всего лишь человек, который не хотел становиться богом. Плюс сейчас я всего лишь фрагмент, не обращайте на меня внимания». Ранее он был таким же красивым, как Хао-Чень, но сейчас это старик со старым лицом, одетый в черную мантию, на которой сияют золотые руны. В правой руке он держал посох, что представлял собой смесь трех цветов – черного, белого и золотого. Черный представляет собой чистую смерть, золото представляет святой свет, а белый, по-видимому, связан с призывающей силой мага. В Боевом континенте 2 он является учителем Хуэйхао и обучает его некромантии с помощью своего божественного чувства, хотя он не помнит о своем прошлом. В итоге некромант также становится третьим духом Хуэйхао. Он заставил Хуэйхао сформировать третью боевую душу, священного бога некроманта, и тот унаследовал силу нежити Электролюкса. Очень интересно получается. Это лишь краткая история некроманта. Если в подробностях получится еще одно большое видео. Давайте наберем под этим видео 2000 лайков и выйдет интересное продолжение этого рассказа. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, какую роль некромант в итоге сыграет для Хуэйхао и Лунха-Ченя. Подписывайтесь на канал и всем пока.